Рада приветствовать на своем канале подписчиков и новых зрителей. Я Светлана, и сегодня мы с вами пойдем гулять в мой августовский сад. Решила видео сделать немножко пораньше, сейчас настолько красиво. Лилии только-только отцвели, а гортензии просто невероятные. В первой части видео мы полюбуемся розами. Я вам покажу те клумбы, которые вы еще не видели. Розы первогодки, но там есть на что посмотреть. А во второй части полюбуемся гортензиями. Сейчас самое время для них, пик цветения, настолько они хороши. Отвечу на некоторые вопросы небольшие и дам несколько советов. Приятной прогулки и хорошего времяпровождения. Сегодня у нас будет необычная такая прогулка немножко. Формат «Я буду за кадром». И наша прогулка будет 10 августа. Решила снять, когда такой сад очень красивый, цветущий, яркий. Началось второе цветение роз, гортензии самые красивые. И ничего не будет нас отвлекать, ни моя шляпа, ни я. Мы будем смотреть только растения, прогуляемся по разным зонам. Меня ждет тут газонокосилка, это одна из моих работ августовских. Кашу траву периодически, начала приствольные круги оформлять, как я вам рассказывала уже. Ну что, идемте по разным зонам сада пройдемся. Я по ходу буду называть свои растения, что вспомню. Розы, к сожалению, прямо все свои не помню. Гортензии кратко покажу, расскажу, что я делаю, чем занимаюсь. Отвечу, может быть, на какие-то из ваших вопросов, которые вы задаете мне в своих комментариях. Начнем нашу прогулку вот с этой зоны. Дорожка, тут вы за дорожки часто спрашиваете, просто скошенная трава, никакой дорожки тут еще нету, но есть ее габариты. Это моя пурпурная клумба возле будущей пристройки к дому. Тут в основном пурпурные розы. Режис макрон зацветает на второе цветение. Это английская роза. Не помню название, я ее буду отсюда убирать. Она случайно сюда попала, я вам расскажу за нее. Это, не знаю название точно, потому что в том питомнике, где я ее брала, у нее название Миранда. Но под этим названием совершенно другая роза. В энциклопедии роз розовая остинка какая-то. Поэтому, кто узнает ее, напишите мне, пожалуйста. Очень высокий куст, больше 1,5 метра. Цветок большой. С учетом того, и показывает серединку. С учетом того, что сейчас цветов очень много на ней. Они не сильно большие. А в первом цветении были прямо как блюдца. На заднем плане у меня посажены плетистые розы. Вот эта роза Арлекин. Как солнышко в ней играет. Я буду по ходу видео, может быть, вставлять небольшие фрагменты из первого цветения, чтобы вы имели представление об этой розе ближе. Она ярче была, красивее. Плетистые розы будут у меня закрывать стену дома. Это роза Софи Луиз. Квартированные цветочки красивые. Сейчас обойдем, покажу вам. Смотрите. Цикламен Пьер де Рансар. Роза. У меня все 3 розы этого спота есть. Пьер де Рансар, вот это цикламен Пьер де Рансар
и Palais Royal. Я в дальнейшем сделаю обзор этой розы, этих 3 роз. Арлекин и третья тут Night Owl. Вот эти розы все, и цикламен, и арлекин, Night Owl, розы первогодки. Вот такие уже. Сейчас пройдем сюда, в эту зону. Это гортензия Magical Fire, про которую я вам часто рассказываю. Очень высокая. У меня она уже 2,10. Смотрите, фертильные цветы у этого сорта. Ну, отдельно про сорт я расскажу. Кстати, все гортензии, у которых есть фертильные цветы, очень имеют сильный аромат. Мне напоминает даже какой-то аромат из детства. Так, кто там? Мия бегает. Аромат из детства. Это гортензия потом розовеет цветочки. Стерильные вот эти. И в конце цветения будут темно-бордовые. Магический огонь. Забыла за эту розу сказать. Monstead Wood. Второе цветение у нее только-только начинается. Очень красивый цветок, когда открывается аж черный. А вот эта ветка, это шиповник пошел от корня. Но я его обрезать не буду. Их вообще, ветки шиповника, надо вырезать, чтобы они силы не отбирали у розы. Но я не буду. Они мне нужны для штамбов. Там эксперименты свои делаю. Это роза Main Tower. Очень высокорослая. Сделаю обзор сорта. Цветы яркие, как такой ярко-оранжевый прямо. Ассоциации сейчас не могу привести. Мишка еще один наш. Колумна. Часто спрашиваете, не стригла, потому что они у меня прямоугольниками, такими квадратами. Не стригла, потому что у меня там гнездо птиц было. Надо уже порядок навести. Если заметите где-то траву или сорняки, не будьте предвзятые, потому что работы в саду сейчас много, и у меня, как у всех, встречаются сорняки. Продвигаемся мы дальше. Какие-то лилии еще зацветают, отцветают. Буду тут порядок наводить. А вот еще одна роза цикламен Пьер де Рансар. А рядом посажен корни собственный росток. 2-й год. Это Пьер де Рансар. Поломала веточку, коренила. Так, крупнолистная гортензия моя. Как-то у меня вообще-то с крупнолистными гортензиями не очень дружба получается пока. Но это он разрослась очень хорошо. Вечное лето называется гортензия. Ой, там где-то вон цветочек есть. Это роза Шанталь Мерье. Отцветает, зацветает. Сейчас прикреплю, как было красиво, когда она цвела. Для обзора снимала. Диди Бриджвотер роза, тоже первогодка. Невероятная красавица. Низкорослая гортензия Sunday Фрейс. Маленькая, пока еще у нее кремовые соцветия. Розочка Айсфогель. Айсфогель. У кого, если такая есть. Красивые, очень сложенные, интересно, цветы и с переливами. А вот этот букетище букет в первом цветении цветы были, конечно, ниже, не на таком уровне. Сейчас она высотой 1,80 м.
У нее, когда раскрывается цветок, сейчас прикреплю видео, нежно-нежно розовая кайма. А вот один есть. Вот такой. Это чайно-гибридная, красивая, ароматная, сливочного цвета такого. Это я 2 веточки поставила, прям невероятный букет. И я насчитала 28 цветов в нем. Тут у нас зацветает и отцветает роза Жардина в обнимку с парфюм роялем. Вторая роза. У меня парфюм рояль. Вон пчелка как раз на нее садится. У меня есть такая чайно-гибридная, я вам сейчас покажу на круглой клумбе. Так, ну а мы проходим дальше. Немножко сюда вернусь. Забыла вам показать роза Мириам. Чайно-гибридная, невероятно большими цветами, когда раскрывается, и она очень-очень ароматная. У этой розы один большой недостаток. Я уже рассказывала, она совершенно не держит дождь. То есть первые капли и букет вот такой никогда не будет. Будет некрасивый, тряпочки висеть. Ну а сейчас она, тут аромат стоит, если бы вы знали какой. Вот это Анна Малинари, роза ароматная. И Маритим. Второй куст у меня симметрично посаженный, зеркально на углу. А тут роза Вайлдберри. Это отцветает еще как бы то ли первое цветение, то ли промежуточное. Некрасивые уже цветы. У меня есть обзор этой розы. У нее запах лесных ягод. Куст красивый даже. Так, ну а мы сюда смотрим Бельведер. 5 кустов. Про Бельведер вообще интересная история. Когда я сюда их пересаживала, у меня было 3 куста посажено. Пересадила уже 5. Как так получилось, не знаю. Выкопала отдельных 5 кустов. Видимо, при посадке хотя 3 было. На заднем плане у нас гирлянд Амур. Вот-вот уже зацветет. Соцветий, смотрите, прямо море. Море бутончиков. Это мускусная роза. Очень ароматная. Пчелы на нее, как мед, как на мед слетаются. Вот такая розочка. Сделаю обзор, когда она совсем будет цвести. Глория Дей опадает. Тут у нас Анри Дель Бар. Потом какая-то еще забыла. Ну, в общем, розовая, желтая у нас такая тут зона. Наранга плетистая. Вильям Шекспир. Первогодки. А вот Глория Дей. Второй кустик, на котором можно посмотреть цветы. Вот так сейчас она выглядит. Она, знаете, когда красивая эта роза, когда прохладно и у нее розовеют ее бутоны. Очень красиво смотрится. Ну, а тут у нас Артемис. Первогодка. Множество белых цветочков. Я специально не отрываю. Ну, перед съемками не стала проходить, наводить марафет. Вот какие они есть, такие они сейчас и есть. Розы. Вот эта роза интересная, Чехули. Софи Луис, по-моему. Прикреплю, как она цвела. Очень меня поразила даже. На круглый круг мы не пойдем, потому что мы пропадем тогда с розами. Я сейчас вам покажу еще в этой зоне сада. Это штамбовая гортензия Magical Sweet Summer. Опора у меня завалилась, вижу, надо поправлять. Хотела отдельно показать свою лиственницу Стив Випер. Смотрите, мы ее уже пустили на фоне неба.
видна. Мы ее уже пустили, она на арку пошла. Вот так. Видно, свисает, смотрите, ветки вниз. Ну, я еще не достаю, но мне хочется эффекта, когда над дорожкой вот так будут свисать до самого конца. Тут 3 метра. Я вам рассказывала, как мы эту арку делали. Ну, сейчас идемте в другую зону сада. Покажу вам гортензии еще. Прервалась, большая грузовая машина ехала. Мия, не надо там ящериц искать. Так, почвопокровная роза. Надя, Миян, декор. Так, ходить по щебенке будет слышно звук шагов. За эту дорожку спрашивали. Дорожка еще черновая, вот эта дорожка. Агроволокно, внизу снят слой травяной с корнями, насыпан песок, потом проложено агроволокно и сверху щебень мелкой фракции. Потом тут будет отсев и плитка. Но это я вам как строитель просто рассказываю. Часто спрашиваете, что за дорожки. Дорожек еще нету, потому что как бы бордюры вообще не везде, а только от калитки к дому. И, кстати, вон там стоят ворота, делаем. Интригу вам раскрыла немножко. Так, что тут по гортензиям? Magical Sweet Summer розовеет. Помните, я вам говорила, пастельный, красивый розовый цвет. Это наша инверса лакучая. И вот зона интересная. Гортензии, смотрите, какие. Это гортензия Silver Dollar. Красивая. Медовая, а потом будет белая-белая. Сейчас она на контрасте с ванилой фрейс. Ванилой фрейс, наверное, правильно. Которая порозовела. Смотрится как желтоватым даже. А вообще Silver Dollar самая белая гортензия. Лилия цветает. Махровые, красивые. Аннушка. Там, где про лилии я рассказывала. Она показана, когда цвела. Гортензии высотой у меня где-то 1,5 метра еще. Ну, 3-й год. Я считаю, что такая высота. Соцветия оставляю много. Мне нравится, если кустовая форма, чтобы они выглядели вот такие пушистые. Еще вот что хотела сказать, что симметричные посадки у меня с этой стороны тоже Silver Dollar и Vanilla Fraise. А тут она как-то и покрасивее, порозовее. Держится на композитных арматурах, кустовые формы. Дождь и ветер их не ломает. Это роза Шнеевальцер. Немножко ее уже черная пятнистость побила, скажем так. Но куст нарос в этом году огромный. Цветы раскрываются уже. На 2-е цветение заходит. Надо обрезать сегодня. Так, почвопокровные розы. Опять с 2 сторон. 4 сезона. Quadra Season. Розочки вот такие. Маленькие, розовые. Их очень много. А вот видно на каждой веточке, видите, сколько бутонов. И они, идея такая была, что они ложатся на дорожку. Так, наша зона с гортензиями. Плавно переходим в эту зону. Вот видите, тут дорожка есть, а дальше трава. Симметрично посажен барбарис Мария. И в этой зоне эту клумбу мы, может быть, когда-то вообще подробно рассмотрим. Это моя гортензия вся в цвету, тоже фертильные цветы и множество пчел. Ароматная. Мия, ты там травку мне пропалываешь?
красивая, пинки-винки. У пинки-винки тоже фертильные цветы. Вот, обратите ваше внимание, смотрите, эксперимент у меня в этом году. Я посадила алису. У меня тут замульчировано немножко коры, совсем пару мешков было. Хвойные опаты, и все равно, конечно, трава пробивает эту клумбу. Постепенно разрастаются мои можжевельники. Вот так он выглядит, когда совсем разрастается. Буду их формировать. По центру 3 более маленькие, а по краям 2 раньше посажены были. Что-то буду тут с ними думать. Так вот, алису спас прямо ситуацию патовую, и трава практически не видна. Гортензии Vanilla Fraise. Детки вот этой, я вам уже на это обращала внимание, что самые первые 2 моих черенка, не 2, их больше, но вот тут посадила 2 и пытаюсь из них штамбы сделать. Дальше немножко подошли. Limelight на фоне Limelight. Он начал становиться более сливочного цвета. Топленое молоко такое постепенно. И Фрейс Мельба, у нее бордовеют прямо соцветия. Тут 2 куста. Один я задумалась весной и обрезала длинные красивые ветки, которые можно было тоже в штамп выгнать. А у второй как-то встрепенулась и вспомнила. Она немножко, конечно, отличается от Vanilla Fraise. У меня спрашивали Fraise Melba и Vanilla Fraise. Надо сделать, наверное, даже видео разница между этими 2 гортензиями. Но визуально видно, что вон Vanilla, а вот Мельба. Бордовее соцветия, немножко более конические, и форма соцветия другая. Там конус шире, тут более узкий. Соцветия большие, ветер их ломает. Гортензия невероятная. Ей всего 2 года. В первом году она мне не цвела. Посажена позапрошлой осенью, но она и не цвела. 3 веточки, 4 было. В прошлом году цвела немножко. Я как раз канал начала вести. И ее всегда в кадр брала. Красавица. Поломала у меня ветром дерен Кауза неделю назад ураганным. Выломала треть дерева туда, в сторону забора. Смотрю, лежит кусок дерева. Замазала садовым варом. Так, ну что, наша прогулка постепенно будет завершаться. И так, наверное, длинная получилась. Встретимся в следующем видео совсем скоро. Интересно, такой формат вам понравился? Прогулки